Добрый день, друзья! Сегодня я записываю видео, посвященное обработке фотографий в программе Lightroom. Сразу хочу извиниться, потому что я могу запинаться, большого опыта говорить долго на камеру у меня нету, поэтому будет так, как будет. Буду писать одним дублем, попробую записать сразу. Итак, программа Lightroom. Что она позволяет делать? Она позволяет в первую очередь работать с цветом. Сейчас мы пройдемся по всем основным инструментам, разберем, что для чего у нас предназначено, и посмотрим какие-то такие основополагающие моменты обработки в программе Lightroom. Итак, мы выбрали фотографию, это уличная фотография. Я сразу говорю, что я выбрал нейтральное фото в плане условий, то есть здесь и свет хороший, и цвета в целом правильные, поэтому обработка будет достаточно простая. Как выходить из сложных ситуаций, я вам покажу как-нибудь в следующий раз. Итак, начнем. Заходим сюда в вкладочку Develop. И здесь у нас множество параметров и вкладочек. Первая вкладка — это температура картинки и оттенок. Мы можем делать ее более теплой, регулировать между желтым и синим ползунками и между зеленым и красным. Это так называемый оттенок. Мне вот так вот нравится, то есть чуть-чуть теплее, чем в оригинале. Далее, exposure означает экспозиция, сколько у нас света на картинке. Можно добавить ее немножко, чтобы картинка была такая светящаяся. Далее контраст. Лично я люблю добавлять контраст. Картинка так вот оживает. Я думаю, что достаточно. Эти инструменты, они в целом работают схожи с инструментом контраст, но есть свои нюансы. Сейчас, то, что касается базовой обработки, мы можем их не трогать. Как-нибудь в следующий раз я вам расскажу, покажу, для чего они предназначены. Движемся дальше. Итак, Clarity. По-русски это четкость. Многие начинающие фотографы любят делать четкость прям побольше. Им нравится такая картинка, прям детализированная. Вот такая вот, да. Я уже этим переболел, я так не делаю. Но чуть-чуть можно добавить. Вот так вот. Далее очень два таких важных инструмента, да, это Vibrance и Saturation. Оба инструмента отвечают за насыщенность цвета, но работают они по-разному. Инструмент Vibrance, он более умный и более тонкий. Он анализирует картинку и на этой картинке добавляет насыщенности в те оттенки, которых, по его мнению, недостаточно на фотографии. Давайте посмотрим. Немножко мы добавили, и картинка смотрится более живо, да, но при этом не пережженная. 41 мы добавили. А сейчас посмотрим Saturation. До такого же мы доведем. Я думаю, что все видят, да, то есть он пережигает нам кожу. Те оттенки, которые прям у нас есть, он пережигает, и те, которых нету. В общем, грубый инструмент, да, поэтому мы практически можем не пользоваться. А Vibrance, мы так добавили, картинка немножко ожила. Замечательно, с первой вкладкой мы разобрались. Далее у нас идет вкладочка Кривые. Здесь можно по-разному регулировать контрастность. Есть классическая S-образная кривая, которая чуть-чуть нам контрастности добавит. Это я немножко смягчил картинку. Можем таким образом мы немножко добавляем контрастности. Так, далее. Здесь еще есть инструменты по канальной такой коррекции. Можно менять каждый из каналов.
Вот, но это уже продвинутая, ну, более продвинутая информация. Вот теперь самый главный инструмент по работе с цветом. Итак, hue, что означает оттенок, saturation, что означает насыщенность, и luminance, что означает светимость. Вот. И по каждому из цветов мы можем регулировать каждый из 3 параметров. Вот здесь у нас инструменты очень гибкие и интересные. Итак, самая главная составляющая обработки цвета в Lightroom — это вот эта вот вкладочка. Что здесь я делаю обычно? Здесь я немножечко прибираю так называемые паразитные цвета. Это magenta, это purple. Ну вот, мы их убираем насыщенность. Мы добавляем светимости, то есть они, вот посмотрите, они перестают быть такими как бы назойливыми, да? Вот. В принципе, можно даже смелее их убирать, эти цвета. Но здесь у нас, видите, какое платье, да? То есть, если здесь мы слишком уберем эти оттенки, да, то платье у нас будет безликое. Вот, прибрали немножко purple и magenta. Далее нам нужно разобраться с цветом кожи. Вот это самое главное. Это самое главное. Цвет кожи — это очень важно. Да, цвет кожи у нас лежит вот здесь вот в orange, оранжевых оттенках. Во-первых, берем насыщенность и прибираем. Да, то есть у нас вот было вот так, да, вот сейчас мы чуть-чуть прибрали, и цвет кожи стал более естественным, да? Вот. И берем светимость и добавляем, да? Обратите внимание, вот кожа была, вот кожа стала, вот кожа была, вот кожа стала, да? То есть она стала такая более чистенькая, вот, более естественная. Вот, как бы мы разобрались чуть-чуть с цветом кожи. Далее, сплит-тонинг пока мы не трогаем. Вот, это раздельное тонирование светлых и темных участков. Вот, резкость мы, конечно, добавим. Вот, детали мы добавим. И маскирование, чтобы резкость шла только на определенные участки, мы тоже добавим. Вот, noise reduction — это шум. С шумом нам бороться не стоит, потому что шума у нас здесь нету, картинка чистенькая. Вот, еще смотрите момент, который можно было бы сделать вот в этой вкладочке. Это оттенок зеленого. Да, обратите внимание, зеленый цвет у нас здесь есть. Вот, его довольно много, и он такой зелено-желтый. Да, вот. А в целом, конечно, зеленый, который более такой изумрудный, смотрится более, более естественно. Да? Вот мы берем зеленый, вот вы потянули, и вот он стал буро-зеленый. А если мы его смещаем вот сюда, да, он становится таким более зелено-зеленым, да, если можно так сказать. Вот. Но сейчас он более насыщенный, слишком насыщенный. Мы берем и прибираем насыщенность. Вот теперь мне зеленый нравится. Посмотрите, какой он был. Смотрите, какой он стал. Был, стал. Отлично. Движемся дальше. Шум мы не трогаем. Здесь проблем нету. Вот. Lens Correction можно не трогать, потому что снято на 50 мм. Пропорции и ну, то, что касается искажения изображения линзы, у нас здесь нету такого. Вот. Далее то же самое. Трансформ здесь нам не нужно. Эффект. Ну, можно поиграться с виньеткой, но опять-таки, как бы, виньетированием я уже переболел. Мне, ну, я не стремлюсь на все картинки добавлять виньетирование. Вот. Есть интересный эффект, когда мы виньетирование добавляем вот в обратную сторону, даже не здесь, а вот здесь. Оно работает более мягко, обратите внимание. Вот так затемнили, а вот так вот осветлили уголочки. Осветлили уголочки. Да? Вот у нас была, а вот у нас засветились уголочки. Это можно использовать. Так, а здесь мы не трогаем.
Ну, грейн это зерно, это интересный эффект, но мы его тоже добавлять не будем, потому что здесь нам это не нужно, это не работает на картинку. Вот. И еще один важный, очень-очень как бы существенный инструмент, это камера calibration. Это работа с цветом, но такая глобальная работа с цветом. Здесь мы можем, например, то, что я делаю лично, вот я работаю в синем канале, да, в синем канале можно увеличить насыщенность, и посмотрите, у нас заиграла кожа, да, она стала более такая тепленькая, более насыщенная, да, причем это не saturation, это именно естественное добавление цвета. Вот. В этих каналах это на любителя, это нужно очень аккуратно делать. Вот. Здесь мы пока не будем касаться, потому что пока у нас базовая коррекция, базовая работа с цветом. Вот таким вот образом мы картинку сделали. Вот такая картинка была, вот такая картинка стала. Все, спасибо за внимание. Еще раз прошу прощения, если я там где-то запинался, заикался, потому что будем тренироваться. Вот. Кстати говоря, еще один момент, который можно сделать, это кадрирование. Давайте мы это сделаем. Вот. Кадрируем мы. Есть горячая клавиша R или R, кому как удобнее. Вот. Как мы кадрируем это изображение? Все вы, наверное, знаете, ну, кто занимается фотографиями, что есть правило третей. Это означает, что важнейшие объекты нужно располагать по пересечению вот этих линий. Делим картинку на 3 части: по горизонтальной оси и по вертикальной оси. И важнейшие объекты у нас располагаются на пересечении линий. В данном случае у нас важнейший объект это лицо, разумеется. Вот, лицо у нас пока не попадает в треть, но мы чуть-чуть меняем кадрирование, и вот уже лицо у нас идеально там, где оно должно быть. Вот. Итак, обработка. Работа, скажем так, с цветом, базовая работа, она закончена. Все, спасибо за внимание, оставайтесь на нашем канале. Всего доброго.